Приветствую! На канале Умный дом Xiaomi обзор новой камеры видеонаблюдения для дома и улицы Mi Home Security Camera Standard на магнитном креплении, которая появилась в продаже в марте 2020 года и пришла на замену популярной модели Camera Basic. В этом видео мы подробно изучим новинку, все ее функции и возможности, я расскажу, как ее настроить в приложении Mi Home, вместе посмотрим примеры отснятых видео и сделаем выводы о плюсах и минусах этого устройства. Кроме того, вы можете найти на канале или в правом углу этого видео ссылку на подробное сравнение старой и новой камер Mi Home Security, в котором я подробно расскажу об их отличиях и о том, смогла ли новая камера стать настолько лучше, чтобы вам захотелось заменить ей старую. Камера продается на AliExpress по цене менее $20. Ссылки на надежных продавцов с бесплатной доставкой в описании к видео. Начнем с распаковки. На коробке камеры указаны ее основные возможности. Это съемка Full HD видео в разрешении 1920 на 1080 пикселей при 20 кадрах в секунду, угол обзора 170 градусов, ночное видение, защита от пыли и воды по стандарту IP65, что позволяет установить камеру на улицу, а также наличие магнитного крепления, отслеживание движения в кадре, двухсторонняя запись и передача звука и сохранение файлов в формате MP4 с помощью кодека компрессии H265, что позволяет эффективно использовать место на карте памяти. Внутри упаковки мы сразу находим небольшую брошюру с QR-кодом, отсканировав который вы можете найти новую камеру в приложении Mi Home. Здесь же кратко руководство пользователя, в котором указано, что камера может работать при температуре от минус 20 до плюс 50 градусов Цельсия и другая полезная информация. Хоть и на китайском, но ознакомиться с иллюстрациями будет полезно. В компактной коробке Xiaomi смогли эргономично уместить магнитное крепление с шайбой для размещения на стене, адаптер и кабель питания. О каждом из комплектующих элементов подробнее расскажу по ходу обзора, ведь все они имеют интересные особенности. Сама камера надежно зафиксирована в упаковке в плотном картоне, который исключает повреждение устройства в процессе транспортировки. Она имеет шарообразный корпус из белого пластика с динамиком и выводом кабеля питания на задней стороне и скрытым под защитной крышкой слотом для карты памяти формата microSD и кнопкой сброса настроек. На лицевой стороне расположены объектив камеры, отключаемый световой индикатор, микрофон и набор инфракрасных светодиодов под черным стеклом. Новое магнитное крепление имеет несимметричную форму, благодаря которой, установив камеру на любую горизонтальную поверхность, стену или даже потолок, вы сможете направить объектив в любом направлении. При этом вы имеете возможность откорректировать направление съемки без необходимости снятия или повторного монтажа крепления. Это очень удобно в процессе эксплуатации камеры для видеонаблюдения внутри дома или на улице. Дополнительная магнитная шайба с одной стороны имеет липкий слой для приклеивания на любую неметаллическую поверхность. При этом примагнитить крепление с камерой, например, к холодильнику, можно и без ее использования. Блок питания камеры имеет напряжение на выходе 5 вольт 1 ампер. Длина комплектного USB кабеля ровно 1,5 метра. Xiaomi предусмотрительно разделили блок питания и кабель, чтобы вы могли заменить их в случае необходимости на собственные. Это может потребоваться в случае, когда нужно установить камеру на значительном удалении от электрической сети, например, на улице. Тогда можно увеличить длину кабеля. Или сразу заменить блок на аналогичный с европейской вилкой. Соединение кабеля со шнуром камеры происходит в специальном переходнике с резиновым уплотнителем, который исключает попадание воды на контакт. Перейдем к настройке и обзору программных возможностей Mi Home Security Camera Standard. Для подключения к Mi Home включаем камеру и находим ее в списке новых устройств поблизости. Если она не была обнаружена автоматически, сканируем QR-код с маленькой брошюры или обновляем приложение до последней версии и в настройках устанавливаем регион Китай. В российском регионе камера пока не работает. Далее сканируем код с экрана телефона, ждем подключения, после чего выбираем комнату и название для камеры. Если все прошло успешно, то видим на экране прямую трансляцию видео с устройства. Весь интерфейс и настройки камеры сразу доступны на русском языке. У меня есть смелое предположение, что в скором времени новинка будет официально продаваться и в России. На экране трансляции есть элементы управления для перехода в спящий режим, управление звуком трансляции, сохранение текущего кадра или отрезка видео в галерею и сразу на смартфон, а также управление качеством видео и развертыванием картинки на полный экран. Кнопка с телефонной трубкой включает двухстороннюю аудиосвязь между камерой и телефоном. В настройках вы можете отключить светодиод на лицевой стороне, отключить уведомления о расходе трафика при удаленном подключении камеры через мобильную сеть и включить автоматическое кадрирование. Эта функция выделяет движущиеся объекты и людей на видео. Кроме того, можно здесь же настроить работу спящего режима по расписанию. В настройках отображения выключается показ временной метки на видео, коррекция искажения по углам из-за широкоугольного объектива и есть возможность перевернуть видео на 180 градусов при установке камеры на потолке. Настройки ночного видения рекомендую установить в автоматический
режим. Камера будет включать его самостоятельно при слабом освещении. Всплывающее окно, как вы уже догадались, включает прямую трансляцию в отдельном окне. Для этого приложению Mi Home необходимо дать разрешение на показ поверх других приложений. Интервальная съемка — это новая функция записи таймлапс видео с помощью камеры Xiaomi. Запись в течение 1, 3 или 5 часов можно включить вручную или в заданный час и день автоматически, после чего она появится в фотоальбоме. Перейдем от настроек камеры к дополнительным функциям. Помощник по домашнему наблюдению позволяет получать уведомления при обнаружении движения в кадре на мобильный телефон в виде push-уведомлений. Для этой функции можно настроить период работы и чувствительность камеры. Персонализированная голосовая трансляция — это функция, при включении которой камера будет автоматически воспроизводить заранее записанный аудиофайл при обнаружении в кадре человека. Максимальная длина аудиофайла 5 секунд. Пока не знаю, в каком случае может быть полезна эта функция. Если у вас есть идеи, напишите в комментариях к видео. В разделе управления хранилищем можно отключить запись видео на карту памяти, получить информацию о ее состоянии и изменить режим записи, чтобы камера записывала файлы только при обнаружении движения. Mi Home Security Camera поддерживает карты памяти объемом до 32 ГБ. Этого объема хватит для хранения файлов от 8 до 4 дней, после чего они будут перезаписаны. Для важных файлов в альбоме есть функция защиты от перезаписи. В фотоальбоме хранятся сохраненные снимки и таймлапс видео, а в сценариях вы можете настроить работу автоматизации. Камера может быть и условием, и действием при срабатывании условий других устройств умного дома. Она сможет записать и загрузить видео в облако при наличии подписки, выйти или перейти в режим сна, сохранить технический файл с информацией о прошивке или перезагрузиться. Вы также можете предоставить доступ к камере другим пользователям и членам своей семьи, или купить подписку на облачное хранилище Xiaomi для хранения видеозаписей. В общих настройках можно изменить имя и расположение камеры, а также проверить и установить обновление прошивки. В дополнительных настройках можно задать доступ к камере только по паролю и изменить часовой пояс сети, если время на ярлыке в записях отображается неверно. Если у вас возникли какие-либо проблемы с камерой, вы можете найти решение в разделе «Справка». Здесь собраны ответы на самые распространенные вопросы, связанные с устройством. Вся информация доступна сразу на русском языке. В разделе воспроизведения на главном экране доступны записи в хронологическом порядке или с разбивкой по дням и часам. Далее вы можете увидеть пример записанного видео. У камеры действительно очень большой угол обзора. Лица людей различимы только вблизи, а номера машин практически не читаются. Однако при цене менее $20 и возможности установки камеры как на улице, так и дома, она может стать незаменимым помощником для наблюдения за домом, детьми или домашними животными. Вы всегда сможете иметь доступ к прямой трансляции при наличии интернета. Важно отметить, что эта камера продолжает записывать и хранить видео даже тогда, когда пропадает связь с сетью. То есть при отключении интернета вы не потеряете важную информацию. Например, если камера установлена в офисе или торговом объекте. Новая Mi Home Security Camera унаследовала от предшественницы только один минус. Вы не можете копировать записанные видео с камеры на свой смартфон удаленно. Можно только сделать отдельные снимки во время просмотра записи. Чтобы получить оригинальные записи, придется извлечь карту памяти. Если у вас остались вопросы о новой камере Xiaomi с магнитным креплением, пишите в комментариях. Ставьте лайк, если видео было вам полезно, и подписывайтесь на канал.